Ребята, всем добрый день, с вами Влад. Сегодня к нам подъехало новое событие, рейд на кибертайник. Я как вижу по скинам у нас тематика киберпанка с азиатским уклоном. Также у нас новый комплект химика, песчаный герцог. Я как понимаю, к нам подъехал чувак из шпионского рынка, по-моему, или кто он там, у нас, когда предлагает нам какую-то фигню всякую. Итак, оставим в покое его, перейдем к вначале на комплект. Посмотрим, где наш комплект нового химика. Итак, выглядит он как бедуин, я хочу сказать, в таком стиле, египетско-азиатском, я бы сказал бы. Он у нас с бомбой, и собирается он... Сейчас посмотрим, где он собирается. Арена. Полностью арена. То есть собирается он на арене полностью. Итак, посмотрим, что нам дает 6 вещей нашего песчаного герцога. Итак, раз в некоторое время песчаный герцог метает снаряды из песка в 3 случайных бойцов противника и наносит им 100 тысяч плюс бонус сознания химии, химического урона и накладывает щит, блокирующий 25% химического урона в течение 5 секунд на 3 случайных союзных бойцов. То есть это урон по чужим бойцам плюс щит своим. Неплохо. Раз в некоторое время песчаный герцог иссушает разум и снижает знание химии 3 случайных химиков противника на 25 секунд. На 25% на 4 секунды. За каждого бойца, которому песчаный герцог снизил знание химии, его знание химии увеличится на 20% на 4 секунды, и он становится невосприимчивым к отрицательным эффектам в течение 4 секунд. Очень крутая фишка. То есть на него никак воздействовать нельзя будет во время этих 4 секунд, плюс он увеличивает знание химии, понижает знание химии, то есть дебаф, себя бафает, то есть он может наносить неплохо так урона. Также песчаный герцог наносит 100 тысяч плюс бонус знания химии, химического урона 3 случайным бойцам противника и накладывает щит, блокирующий химический урон на 3 случайных союзных бойцов. То есть, минуточку, он вначале накладывает щит от химурона, сейчас накладывает еще один щит от химурона, и этот щит действует не более 5 секунд. Ну, очень круто. То есть 2 щита от химурона, если учесть то, что у нас сейчас мета перешла в химиков, то это очень важная вещь. Раз в некоторое время песчаный герцог начинает выпускать потоки особого песка. Так, это, я как понимаю, уже ультимейт пошел. В течение 5 секунд. Каждую секунду срабатывают все следующие эффекты. Все бойцы противника получают 50 тысяч плюс бонус сознания химии, химического урона. У всех бойцов понижается химзащита на 10% на 10 секунд. Максимум 5 эффектов. Интересно. Все союзные бойцы восстанавливают 100 тысяч здоровья плюс бонус сознания химии. Он еще и хилер. То есть, я как понимаю, генетик у нас отходит вообще не просто на задний план, а уходит в далекое прошлое. У всех союзных бойцов увеличивается химическая защита на 10% на 5 секунд, максимум 10 эффектов. Важная фишка. С 30% шансом накладывает паралич на 2 бойцов противника длительностью 2 секунды. В это время они не могут двигаться и получают на 30% больше урона. Когда песчаный герцог прекращает выпускать песок, он снимает 2 отрицательных эффекта со всех союзных бойцов и 2 положительных эффекта со всех бойцов противника. Ну, очень хорош. На первый взгляд, все выглядит слишком хорошо, я хочу сказать. То есть это... Надо будет посмотреть, как он будет выглядеть уже в тестах. Я протестирую его. Но на первый взгляд он очень хорош. Перейдем к нашему рейду. Так, у нас спецсредства. То есть, когда мы открываем 10 тракторов, это резаки у нас событие. У нас вот поле. Надо открывать очками поля заранее, чтобы увидеть
каждое поле, и резаками уже резать их и смотреть. Благодаря тракторам, которые техническая бригада, так называемая, мы можем перейти с одного поля на другое. Итак, что нам дают за 10 полей? Раз в некоторое время и 12 секунд таймер. Наименования, я как вижу, пока нету нормального. Думаю, позже оно подъедет. По полю проносится волна холодного воздуха. В зависимости от того, сквозь кого она проходит, срабатывает одно из следующих эффектов. Если волна проходит сквозь союзного бойца, с него с 33% шансов снимается 2 случайных отрицательных эффекта. Если война проносится сквозь бойца противника, с 66% шансов он замораживается. О, заморозка подъехала снова. В это время он не может двигаться и атаковать в течение 4 секунд. Ого! 4 секунды это уже большой показатель. Также на 4 секунды увеличивается время перезарядки способностей экипировки и спецсредства. Ну, мощно, мощно. Если сюда поставить прототип нужный, и, к примеру, там шанс перейдет в 100% заморозку, то, можно сказать, подъехало одно из самых новых топовых спецсредств в этом случае. Итак, поехали. Что нам дается? У меня уже закуплен билетик в особых наградах. Давайте посмотрим, что нам дается особые награды. То есть тут, когда мы проходим, нам даются, даже не знаю, то ли кисточка, то ли что это вообще такое. Я думаю, за прохождение выполнения заданий нам будет даваться вот эти вот кисточки, и мы будем проходить дальше по вещам. То есть, как вы видите, тут много-много-много разных наград. Ящик с едой, тут портфельчик, СС, устройство и браслет. Так, перейдем к рюкзаку, набору. Раз в некоторое время весь входящий по бойцу урон снижается на 40% на 5 секунд. Я хочу. Я сразу же говорю, я хочу этот набор. Это очень крутая штука, мне очень нравится. И восстанавливает 250 тысяч здоровья. Круто, очень круто. Получается он с эксклюзивной картой доступа. Посмотрим, что нам дастся. Итак, спецсредства. Раз в некоторое время, таймер 8 секунд. На бойцов противника начинают падать сюрикены в течение 5 секунд. Каждую секунду на 2 случайных бойцов противника падают сюрикены. При попадании сюрикена наносят 200 тысяч физического урона и оглушают цель на 1 секунду. С 30% шансом на бойца противника может упасть энергетический сюрикен, который нанесет 300 тысяч химического урона и оглушит цель на 1 секунду. Ну, очень похоже на планктонов. Было такое спецсредство у рыбака. Еще там было подобное спецсредство. Но каждую секунду на 2 случайных бойцов, то есть это 10 раз оно упадет, это 1 000 000 урона суммарно, плюс шанс, что 300 тысяч химического урона будет и оглушение на 1 секунду. Ну, такое себе. Я не знаю, кому это дать, это спецсредство, к примеру. У меня в отряде нету места на 6 бойцов. Браслет флагманский. Понижает скорость атаки на 20% на 3 секунды. Каждая третья атака бойца по окоченевшей цели взрывает ее, нанося 150 тысяч химического урона. То есть 3 атаки это примерно около 3 секунд. Если это арахнит, это 1,5 секунды. Плюс ножи это около 2 секунд примерно будет удары. Может, не знаю, смотря там какие бафы будут у бойца или замедление. Поэтому будем встречать в среднем это 2 секунды. Он будет взрывать и наносить 150 тысяч химического урона и всем бойцам противника вокруг него в небольшом радиусе. Ну окей. С 75% шансов взрыв замораживает всех задетых бойцов противника 2 секунды. Они не могут атаковать и двигаться, понятно. Вот увеличение время перезарядки это всегда хорошо. И спецсредства цели. Это круто. Хорошая фишка. Надо подумать, брать этот браслет или нет. Раз в некоторое время вводит ближайшего бойца противника и всех бойцов в небольшом радиусе вокруг него в состояние шока. Они не могут уворачиваться, наносить критические атаки в течение 3 секунд. Также хозяин устройства ворует у них 15% здоровья. Воровство это поднятие себе здоровья.
Это, наверное, работает на протяжении 3 секунд, как и начальная вот эта вот функция, которая не дает там крит наносить или получить крит, точнее уворачиваться. Да, увернуться они не могут и не могут наносить критическое атаки. Но средненькое устройство. По крайней мере, мне походный набор намного больше нравится. То есть это особые награды, там активировать, это эксклюзивная карта, это самый дорогой пропуск. Для этих вещей это дорого. Это очень-очень-очень дорого. То есть, если мы посмотрим, что они дают, то есть тут простая карта дает дополнительное заданьку, ежедневные 2 задания. Персональная карта простая 4 заданьки, 4 ящичка, окей. Тут разница в количестве премиума, резаках и очках, плюс скины, окей. И все. А тут эксклюзивная карта, еще доступ к тому, к той части, где дает еще СС, браслет и устройство. Дорого. Очень дорого, я хочу сказать. Это в долларах, это около 40 баксов почти выходит. Ну, 35. Это очень дорогой пропуск, я считаю. Если вы купите пропуск, то вы сможете получить еще дополнительно 4 вещи. Но их надо будет опять же выбивать из ящиков. Это такой вот транспорт на офицера, ножи с 60% шансом при атаке может ранить противника. Раненый боец противника получает чистый урон, равный 6% от его максимального здоровья в течение 3 секунд. Не очень. Пока боец ранен, в зависимости от его действий, с ним происходит один из следующих эффектов. Если раненый боец атакует, он получает 50 тысяч физического урона. Если раненый боец использует способность, он получает 80 тысяч химического урона. Каждый эффект срабатывает не чаще, чем раз в 3 секунды. Ну, скин классный, я его выбью, я их разберу, эти ножи, и потом во второй раз, когда их выбью, я их просто оставлю, но одевать не буду. Очень веселая такая колба с котейкой. На голове мне нравится дизайн. Раз в некоторое время 2 случайных союзных бойца, приоритетно пехотинцы, получают щит. Блокирующий 35% плюс бонус от знания химии физического урона в течение 5 секунд. Ну, физический урон. Был бы универсальный, было бы лучше, конечно. А так, колба, ну, средненькая. Пистолет. К сожалению, вот на пистолетов нету у нас хорошего комплекта на данный момент. Есть, конечно, 2, там маэстро, если я не ошибаюсь, или жонглер пламени, я не помню, который из них с пистолетом, и все. Больше там, и мародер, вот. Там 2 таких комплекта, и то ни один не активный сейчас на данный момент, то есть никто не собирает их фактически. При атаке боец ворует 2% крита и максимум и стойкости у цели на 8 секунд, максимум 5 эффектов. Когда боец совершает критический выстрел, он выпускает ракету в цель атаки. Ракета наносит 150 тысяч чистого урона. Ну, средненький. Эти 4 вещи выдаются дополнительно, если вы купили и активировали карту минимальную. Броня Киберхарамаки. Раз в некоторое время, когда здоровье бойца опускается ниже 25%, он мгновенно восстанавливает 10% от максимального запаса здоровья и становится невосприимчивым к оглушению на 3 секунды. Ну, если в красном прототипе, то есть шлеме, там будет невосприимчивым ко всем эффектам, это будет намного круче. То есть в красном это будет, я думаю, 15% здоровья. Ну, броня, не скажу, что проходная, надо смотреть, надо тестировать, но на первый взгляд она выглядит неплохо. Очень похожа на другую броню с азиатского, опять же, события одного. Я сейчас не могу вспомнить точно. Если я не ошибаюсь, вот эта броня, да, вот она. У нее тоже такая вещь получает. Но тут получение урона и восстанавливает мгновенно 15%, но нет защиты от негативных эффектов, то есть от оглушения или еще чего-либо. Так, получили дополнительные заки, спасибо нашему плану за это, точнее альянсу. Поехали к химическому. К химику, это костюм кибер-кимоно. Раз в некоторое время, когда союзного бойца поджигают или отравляют, со всех союзных бойцов снимаются все эффекты отравления и горения, и их нельзя поджечь или отравить в течение 3 секунд. Ну, если тут будет с
прототипом снятия всех вообще эффектов или лечения дополнительно или еще что-то, то броня очень интересно выглядит. Я ее должен буду протестировать. По крайней мере, скин мне очень нравится. Плюс надо посмотреть, что она даст. По крайней мере, с первого взгляда очень интересная броня. И экипировка Кибербогу, это для стрелка, раз в некоторое время, когда на бойца применяет любой эффект, ограничивающий передвижение, оглушение, заморозку, паралич или страх, он получает щит, блокирующий 100% физического урона в течение 2 секунд. Ну, с прототипом должен быть и химический, и физический урон. Тогда в красном это 3 секунды. Считай неуязвимости, это очень круто, интересненько. Поехали дальше. Браслет сервер Додзё. Раз в некоторое время снимается со случайного бойца противника приоритет на пехотинца случайный положительный эффект и снижает у этого бойца противника получаемое исцеление на 25% на 2 секунды. Такое себе, проходное. Устройство для маджонга. У ворот бойца, это уже бесплатные вещи, то, что можно взять с полей. У ворот бойца увеличено 50% в течение всего боя. Каждый раз, когда боец уворачивается от атаки противника, его максимальное здоровье увеличивается на 3% и стойкость на 5% на 10 секунд. Максимум 5 эффектов. Ну, тоже так себе, если честно, по-моему. Биопушка, неоновый лотос. Прикольный дизайн. Раз в некоторое время у 3 случайных бойцов противника снижается максимальное здоровье на 5% на 4 секунды. Также на этих бойцов противника накладывается контузия на 4 секунды, и они не могут использовать способность оружия в течение этого времени. Альтернатива паровой, что ли, подъехала, но там только 3 случайных противника, а не всем, по кому попадет паровая. Интересно, посмотреть надо, что даст нам прототип в этом случае. Снова вернемся сюда. Дальше нам дают всякие эффекты. Одежда для нашего офицера. Тут такая вот непонятная, это то ли не погода, а такой дизайн нашего дворика будет, если мы купим карту. Карту самую дорогую я покупать не буду. Я купил минимальную, взял. Больше оно того и не стоит, если честно. Дизайн нашего офицера выглядит неплохо, по крайней мере. СС мы тоже обсудили. На данный момент это все по ивенту, точнее событию. Хочу анонсировать розыгрыш. 10 победителей, по каждому по 250 крипты. Пишите ваш ID игровой. И 27 апреля оканчивается розыгрыш. 28 я разыграю и в комментариях напишу тех, кто победил. На данный момент это все. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.